Привет, друзья! Как бы в прошлом видео я вам обещала, сегодня приготовим вместе с вами очень вкусные болгарские перцы. Это блюдо я очень люблю, особенно в этих жаркие дни, когда не хочется стоять у плиты часами. А на выходе они получаются очень вкусные и ароматные. Но давайте не будем терять лишнее время, как всегда смотрим за руками и поехали готовить вкуснейший перец. Блюдо получается очень дешевым, потому что мы будем использовать вот такой перец. Это сорт капия. Я его очень люблю, потому что он очень сочный, он имеет сладковатый привкус, и вот его часть достаточно такая мясистая, он хорошо чувствуется именно в блюдах. И в Болгарии очень много блюд делается именно с этим перцем. Сейчас нам нужно его обжарить так, чтобы он поменялся, и от красного цвета он получился такой черный-черный. В Болгарии есть специальные такие урди, называются чешкупеки. Они такие круглые, в них есть риотаны, и вот так на крючке зацепляется перец и пускается. И он начинает готовиться. Но так как у меня нету чешкупека, и у меня есть газовая плита, я просто их положу сверху огня, пока они не превратятся в черный перец. Все, делаем. Вот так включаем плиту и просто сверху ложим. Он начнет сейчас издавать звуки, трещать, пищать, но на него мы не обращаем внимания. Когда он будет готов, я вам покажу, что надо сделать. Когда наши перчики получили вот такие пригаренькие, они уже готовы. На первом они стали более мягкие, как видите, и нам нужно идти дальше по рецепту. Наши перчики, или как на болгарском чушки, уже готовы, и сейчас нам нужна фольга. Нам нужно вот такие два кусочка. Вот так и вот так. Мы их делаем нахлёст и вправляем наш перчик в середине. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Опа! Теперь смотрите, насколько они стали мягкие. Но чтобы мы убрали вот эта кожица черная, нам нужно их вот так запарить, чтобы они отдохнули. А пока они отдыхают, мы будем заниматься с начинкой. Начинка делается очень-очень быстро. Для нее нам нужен вот такой сыр. Это болгарская брынза. На болгарском называется сирене. Нам нужно его натереть или просто со вилкой разминуть. Но лично мне больше нравится на терке, потому что кусочки получаются более ровные. Нам нужно его натереть на крупную терку. Дальше мы добавляем яйца, самые обычные яйца. На 100 грамм брынзы нам нужно одно яйцо. У меня было 200 грамм, поэтому я добавляю 2 яйца. Сюда мы отправляем паприку сладкую и отправляем черный молотый перец по вкусу. Хватит. И добавляем, конечно же, болгарскую традиционную приправу чебрец. Или на болгарском чубрицу. Болгары просто умирают за этот вид приправы. Практически каждое блюдо у нас делается именно с чебрецом. И добавляем тоже по вкусу. И заметьте, я не добавляла соль. Почему? У нас болгарская брынза достаточно соленая. Поэтому, если мы добавим еще соли, станет чересчур соленые чушки, точнее перец. И тоже, если вы, например, купили брынзу в магазине, она очень-очень соленая, то вы можете ее оставить в водичке, то есть наполняете какой-то посуду, водичка, обмакаете вот этот брынзы и оставляете где-то, например, на 6, 7, 8, 10 часов.
соль оттуда уходит, и она становится менее соленой. Ну, например, так моя мама делает, когда она купит какую-то брынзу, которая аж соль-соль. И теперь нашу смесь мы просто перемешиваем до однородности. Наши все продукты уже объединились. Посмотрите, какую смесь мы получили. И теперь мы будем возвращаться к нашим чушками, потому что мы практически на финальный этап нашего блюда. Возвращаемся к нашим перцами. За это время они отдохнули. И смотрим, что у нас... Ох, аж паруют. Теперь смотрим. Вот один перчик. И посмотрите, насколько легко убирается вот эта шкарлупа, ну, это кожица точнее. Теперь мы их просто промываем под проточной водой, и это все снимается за пару секунд. Но прежде мы это промоем, мы уберем их семечки. Берем ножик и просто вот так пунк. И убираем верхушку, она нам не нужна. Внутренняя часть, вот эти семечки, вот так просто с ножиком себе помогаем и их убираем. Вот, все, наш перчик уже готов к мойке. Берем следующий перчик, то же самое мы делаем. Вот так, шпунг, убрали. И семечки мы тоже убираем, сердцевину. Здесь главное, чтобы мы не порвали наших перчиков. Но даже если порвутся, ничего с этим страшным. Но красивее, эстетичнее будет, когда они будут цельными. Наш перец, вот смотрите, какой он получился. Я его помыла и внутри, чтобы семечки тоже убрать. И сейчас нам нужно его наполнить с нашей смесью. Это нужно делать с помощью не вилки, а с помощью ложечки. Вот так размешиваем еще раз. Берем количество, которое нам нужно. И вот так заполняем наш перчик, питаясь до конца. Вот так можем чуть-чуть его расправить, смесь расправить. И вот этой части вот так прибираем. Питаемся вот так, чтобы у нас получился перчик. Теперь мы его оставляем и фаршируем все другие оставшиеся перчинки. Наш перец уже нафаршированный. И как вы уже заметили, сковородка уже на плите. А это означает, что мы реально уже на последнем этапе. Нам нужно ее нагреть. И после этого нам нужно чуть-чуть олия. Обычная. Пока сковородка нагревается, нам нужна еще вот такая мисочка с муки. Немного муки. Мы берем наш перчик. Вот так берем. И обволакиваем в муке. Вот так, с оба сторон. Наша сковородка уже готовая, поэтому мы отправляем, чтобы он жарился. И пока он жарится, мы то же самое делаем со все другие наши перчики. Берем в муке, вот так, переворачиваем еще раз. Если нам нужно где-то муку, мы добавляем. Вот так, быстренько струсили. И отправляем тоже на сковороде. Все, перчик готов. Пора уже их переворачивать. Берем вот так аккуратненько и аккуратно это переворачиваем. Видите, какой красивый золотистый цвет они получили. То же самое делаем и со следующим перчик. Вот так аккуратненько и опа, перевернули. О, это оно, ребята. Ребята, наши чушки, или точнее наш болгарский перец уже готов. Аромат просто сногсшибательный. Поэтому я вам предлагаю, чтобы вы поближе их оценили. Давайте.
Ребята, наше блюдо наконец-то готово. Я его делала плюс-минус 15-20 минут. Посмотрите, насколько он красивый, сексуальный, а как пахнет, я вам просто не передам. Ну давайте его уже попробуем. Хотя я уверена, это нечто нереально вкусно. Так, перчик один так, оп, к себе. Кстати, этот перчик вы можете, например, сделать какой-то йогуртный соус и сверху полить. Будет очень тоже вкусно. Посмотрите внутри, как он выглядит. Пробуем. Очень вкусно. Сорт капи, перец, он сладковатый. И вот знаете, вот эта смесь между сладковатостью и соленоватостью, которую дает брынза, это нечто неповторимо. Поэтому, если вы любите перец, обязательно приготовьте. Я уверена, вам очень понравится. Ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!